В декабре 2004 года специалисты лаборатории Касперского столкнулись с вредоносной программой, которая сегодня выглядела бы совершенно привычно. Она находила документы пользователя, шифровала их, а затем оставляла файл с говорящим названием «Внимание, TXT». Внутри на русском языке объяснялось, что ваши файлы зашифрованы. Если вы хотите их вернуть, платите деньги. Это был GP-код, один из ранних заметных примеров шифровальных программ, ориентированных на русскоязычных пользователей. Первые версии использовали довольно слабое самодельное шифрование, поэтому специалисты еще могли восстанавливать какие-то файлы. Но автор вируса совершенствовал программу. В 2006 году появились варианты с RSA. В одной из компаний злоумышленники собирали адреса людей с сайта vacancyjob.ru. Пользователю приходило вполне нормальное письмо якобы от иностранной компании, которая собиралась открывать московский офис. К письму была прикреплена анкета Word. Человек открывал документ, срабатывал вредоносный макрос, после чего на компьютер загружался GP-код. В отличие от будущих вирусов, GP-код требовал не биткоины, а порядка 1-2 тысяч рублей электронным переводом LURC. Примерно с 2011-го специалисты начали следить за банковским трояном LURC. Его целью были уже не фотографии пользователей, а деньги компаний и банков. LURC был устроен необычно. После попадания на компьютер он мог существовать преимущественно в оперативной памяти и старался не оставлять очевидно исполняемый файл на диске. Затем вредонос проверял систему и установлено ли на ней интересующее преступников банковское ПО. Если нет, ничего особенного не происходило. В ином же случае сервер присылал дополнительные модули, необходимые для кражи денег. Но еще интереснее оказался не сам троян, а люди за ним. Когда правоохранительные органы добрались до инфраструктуры LURC, выяснилось, что перед ними фактически подпольная, но при этом полноценная IT-компания. В организации были программисты, тестировщики, операторы ботнета, специалисты по инфраструктуре и люди, занимавшиеся выводом и отмывом украденных денег. В 2016-м были задержаны десятки предполагаемых участников. Первоначально МВД России оценивало возможный ущерб примерно в 3 миллиарда рублей. В окончательном судебном деле доказанная сумма оказалась немного ниже, около 1,2 миллиарда рублей. SIH Чернобыль. Большинство вирусов 90-х могли удалять данные или портить Windows. Но SIH, более известный как Чернобыль, приобрел особенно страшную репутацию. Он заражал исполняемые файлы Windows 95 и Windows 98 и долго мог никак себя не проявлять. Но затем наступил день X, 26 апреля. В одной из самых известных версий именно в этот день активировалась разрушительная часть вируса. SIH начинал перезаписывать данные на жестком диске, но на некоторых компьютерах он мог сделать кое-что еще. Попытаться перезаписать содержимое Flash BIOS. Если операция проходила успешно, компьютер после перезагрузки мог вообще перестать запускаться в привычном виде, поскольку перепрошивались сами микросхемы. I love you. 4 мая 2000 года пользователи по всему миру начали получать письма с темой I love you. Внутри находилось вложение с названием вроде Love Letter for You, и этого оказалось достаточно. После запуска скрипт изменял файлы на компьютере, а самое главное, он использовал Microsoft Outlook, чтобы отправить копию самого себя уже контактам пользователя. Получатель видел письмо не от неизвестного хакера, а от знакомого человека. Затем он его открывал, после чего письмо уходило уже его знакомым. Он распространился по миру с огромной скоростью. В США он проник как минимум в 14 федеральных ведомств. Организации временно отключали почтовые системы, чтобы остановить поток зараженных писем. А оценки экономического ущерба доходили до 8 миллиардов долларов. SQL Slammer. В январе 2003 года начал распространяться SQL Slammer, чрезвычайно маленький сетевой червь, атаковавший уязвимые серверы Microsoft SQL Server. После заражения сервер начинал генерировать случайные IP-адреса и буквально засыпать интернет попытками заразить новые серверы. Исследователи из Каида позже подсчитали,
что на раннем этапе число зараженных систем удваивалось примерно каждые 8,5 секунд. Примерно через 10 минут Слаймер заразил более 90% доступных ему уязвимых компов. Сама полезная нагрузка была относительно примитивной, но огромный объем трафика начал сбивать сети. Возникали проблемы с банкоматами и многими сетями. Stuxnet в 2010-м появилось вредоносное ПО совершенно другого уровня. Stuxnet заражал обычный Windows, однако обычный комп был лишь промежуточной целью. Программа искала вполне конкретное промышленное оборудование Siemens и специфическую конфигурацию систем управления. Исследование кода показало, что Stuxnet был рассчитан на изменение работы частотных преобразователей, связанных с иранской программой обогащения урана. Вместо того, чтобы просто выключить оборудование, вредоносное ПО могло периодически менять скорость вращения центрифуг, одновременно пытаясь скрывать происходящее от операторов. Главная проблема заключалась в том, что компьютеры иранского комплекса в Натанзе вообще не были подключены к интернету. Поэтому Stuxnet сначала заражал системы компаний-подрядчиков, а внутрь закрытой сети, по всей видимости, попадал через флешки и ноутбуки сотрудников. Уже там он искал Siemens Step 7 и конкретную конфигурацию контроллеров, управляющих центрифугами. И своей цели он достиг. Mirai. В 2016-м выяснилось, что для создания огромного ботнета компьютеры вообще не обязательно. Mirai искал подключенные к интернету камеры наблюдения, видеорегистраторы, роутеры и другие IoT-устройства. Проблема была достаточно банальной. Производители массово оставляли стандартные логины и пароли, которые владельцы затем никогда не меняли. Mirai перебирал известные комбинации, захватывал устройство и подключал его к ботнету. Видеокамеры продолжали работать. Владелец вообще мог ничего не заметить. Но по команде десятки и сотни тысяч таких устройств начинали одновременно отправлять трафик выбранной цели. Осенью 2016 года атака на компанию DIN привела к серьезным проблемам с доступом к крупным интернет-сервисам. Сбои затронули пользователей Twitter, Amazon, PayPal, Netflix и других платформ. NotPetya. 27 июня 2017 года компьютеры различных организаций начали показывать сообщения. Ваши файлы зашифрованы, отправьте биткоины и получите ключ. Одним из первоначальных каналов распространения стала скомпрометированная система обновлений украинской бухгалтерской программы ME-Doc. Попав внутрь корпоративной сети, NotPetya использовал несколько способов перемещения между компьютерами, в том числе украденные учетные данные и эксплойты против Windows. Поэтому заражение развивалось лавинообразно. Некоторым компаниям пришлось фактически восстанавливать огромные части своей IT-инфраструктуры с нуля. Хотя NotPetya выглядел как программа-вымогатель, исследователи пришли к выводу, что его настоящая функция была разрушительной. Механизм восстановления данных фактически не позволял нормально вернуть систему, даже после оплаты. Администрация США позднее назвала NotPetya самой разрушительной и дорогостоящей кибератакой на тот момент. Совокупный мировой ущерб оценивали более чем в 10 миллиардов долларов. Минюстиция США обвиняла ГРУ России и конкретно подразделение 74455 Sandworm в разработке этого вируса. Червь Морриса. В 1988 интернет был еще настолько маленьким, что к нему было подключено всего около 60 тысяч компьютеров. И примерно каждый 10-й из них однажды оказался заражен одной программой. Ее написал 23-летний аспирант Корнеллского университета Роберт Теппан Моррис. Червь искал уязвимые Unix-системы и самостоятельно копировал себя на новые компьютеры. Моррис утверждал, что хотел лишь измерить размер тогдашнего интернета, но допустил критическую ошибку. Программа могла повторно заражать уже зараженные компы. В результате на компьютерах запускалось все больше копий червя. Они съедали мощности процессора и памяти, пока системы практически не переставали работать. За сутки пострадало около 6000 компов, включая компьютеры университетов, исследовательских центров и государственных организаций. Сам Моррис позже стал первым человеком, осужденным в США
по закону Computer Fraud and Abuse Act. Он получил 3 года условно, 400 часов общественных работ и штраф 10 тысяч $50. Ну а если у вас есть желание поддержать канал копеечкой, то это можно сделать любым удобным для вас способом на Boosty или Tribute. Вы поспособствуете улучшению качества видео и их скорому появлению на канале. Подписывайтесь.